Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим шестой матч суперсерии 1974 года СССР-Канада. Победив в пятом матче, Борис Кулагин сделал лишь два изменения в составе. Вернулся Александр Якушев и появился Капустин вместо Бодунова и Котова. Канадцы произвели несколько замен. Вместо Селвуда, Уолтона и Уэбстера на лед вышли Марти Хоу, Макгрегор и Тардив. Теперь кленовые уже проигрывают серии, и им нужно отыгрываться. Поражение в этом матче поставит их на край пропасти. Лужники переполнены. Подпишись, если нравится тот хороший хоккей, и обязательно досмотри этот обзор до конца. Здесь было очень много интересных событий. Но наши начинают игру лучше. Ошибается Лей, Харламов убегает, пас поперек Михайлову. 1-0, 34-я секунда. Грубейшая ошибка защитника Лея. Харламов отдает пас между трех, и Михайлов открывает счет. Несколько таких моментов в прошедших матчах Борис Петрович не забивал. Наши продолжают атаковать. Накрыли канадцев. Лебедев отдает Шаталову. Бросок от души. Как классно и жестко защитник Тюрин ловит Макгрегора. Наши в большинстве, деловито раскатываются, и Васильев берет очень уверенно игру на себя. 2-0. Фонарь зажегся, шайбу в воротах не сразу увидели, но она вылетела оттуда. Но каков Васильев! Нетипичный гол для большинства, объехал Трамбле и с неудобной положил шайбу в ворота. Красота! Это 3-я минута, вот это начало от наших. Ну как так? Тут же Васильев, грубейшая ошибка, и Бернье расстреливает ворота. Третьяк начал творить чудеса. Достойно отвечают канадцы. Маховлич пас, и Макгрегор бросает в упор. Просто открытая игра пошла. Харламов красиво раскачал Смита. Бросок с неудобной, ответ Чиверса. Третьяк неудачно остановил шайбу за воротами, Тардив пас, и Бернье еще раз в упор, сам и подчистил. К сожалению, мы помним, кто такой Хендерсон в Москве, но пас Маховлича плох. И тут же Мальцев и Викулов выходят 2 в 1, Викулов перемудрил. Сколько же бросков наносят в этих сериях со вбрасываний, Харламов опять проверил. Михайлов проходит мимо Шмира, как пояс мимо нищего, и пас! Наши хотят сделать результат. Петров, какой великолепный пас, неудобный. Харламов обыгрывает Смита, бросок! Просто потрясающая атака, штанга Харламова. Тарасов говорил, что Мальцев Есенин хоккея, а я смотрю, у нас Есенин в хоккее не один. Очередная атака наших. Лебедев смещается в центр, пас, Шадрин бросает. Мальцева сбивают грубо, и за счет этого Бернье имеет железный момент. Ну что нам нужно вручать Третьяку? А как наш судья Домбровский не свистнул фол на Мальцеве? Или тут был чистый силовой? Смита повозили прилично. Харламов его опять раскачивает. Бросок! Хорошая атака Канады. Смит поехал возвращать долги. Пас от Хендерсона и бросок Смита. Канадцы понемногу начали забирать инициативу, и Горди Хоу пытался, как в 5-й игре, забить. Третьяк. Продолжают атаковать канадцы. Шмир бросает, и Уль подставляет клюшку. 2-1. Бернье отдал Шмиру на синюю, а Уль на пятачке подставил в стиле Бориса Михайлова. Хороший гол, породистый. Провал у канадцев. Михайлов и Харламов убегают 2 в 1 и как-то затянули. Канадцы очень активно начали второй период. Шмир опасно бросает. И Смит еще бросок. Третьяк намертво.
And Tretiak gloved that one as he covered on the short side. Шмир отдает в центр, Маховлич разворачивает Тюрина и бросает. Front Mahovlich shoots. Канадцы продолжают атаковать. Петров, перехват и гениальный пас моментально. Харламов убегает 1 на 1. He's all alone. And Cheevers. Как вы считаете, нарушал ли здесь правила в падении канадец Лей? Цыганков отдает с разворота. Какая ошибка! Марк Хоу бросает по воротам. He's marking. And they score. Gordie Howe from Mark Howe. 2-2. Цыганков, не глядя в своей зоне, отдавал кому? Чудовищная ошибка, а забивает старина Горди Хоу. Он аккуратно подставил клюшку под бросок-пас сына Марка. Пас-сын, гол-отец. Исторический. А между прочим, Горди Хоу забивает 3-й матч подряд, и это в 46 лет. Контратака наших хоккеистов. Капустин отдает Викулову, Анисин летит вторым темпом и бросок. Anderson scores. 3-2. Недолго счет оставался равным. Всего 2 минуты. Шикарная веерная атака. Капустин вышел в этом сочетании вместо Мальцева. Видимо, в том самом эпизоде он получил повреждения. Шмир сузил оборону и дал место Анисину, который уверенно прошил Чиверса. Пошли разрывы у канадцев. Еще контратака. Харламов оставляет назад. Петров. Petrov. And the shot is stopped by Cheevers. Ну и куда без хамства канадцев? Наши бегут в атаку, и у ворот Марк Хоу бьет в спину Михайлова, а Смит в голову Петрову. Now a penalty is called, I believe, against Canada. Mikhailov was bumped down in the corner by Mark Howe. Петрову Белаковский залепил ссадину. Это тот самый Смит, которого возят всю игру. Удаление дали, но обратите внимание, канадцы всегда это все делают, когда начинает подгорать. В начале игры, когда все нормально, они этого не делают. Но в меньшинстве парочка Хендерсон и Макгрегор убегает уже не впервые, и Васильев мощнейшая мельница Макгрегору. A pass in front. Oh! And McGregor was upended with a great save by Tretiak on Henderson. Но на этом не закончилось. Макгрегор догнал Васильева, и здесь их знаменитая драка. Right. Oh, and McGregor has given a jolt at the far side and a punch. McGregor is being punched now all over the place, and I believe this could erupt into something we have never seen before in this type of a series. McGregor, who is probably one of the more gentlemanly players in North America, was taking quite a beating at the far side. He did not throw a punch. Did not throw a punch at all, and he took 3 or 4 hard rights. Как всегда, разговоры с судьями. Ну куда вы лезете клюшками опять? Это в очередной раз канадцев не красит. Васильев красавец. За такие моменты, в частности, его и любили в Советском Союзе. Они с Макгрегором получили по 5 минут. Получается, что наши играют 4 на 3. Цыганков пас Шаталову, и Шаталов с убойной позиции бросает. 4-2. Красавцы. Вот так и нужно наказывать хамов. Сначала Васильев, а затем еще и Шаталов. Защитник чемпионских крыльев прошивает Чиверса. Этого так не хватало нам в Суперсерии 72. Впору скандировать «молодцы». И тут уже полный хаос. Хендерсон привозит, его обокрал Викулов и убегает чисто 1 на 1. Посмотрите, как Викулова бьют сзади клюшками, и Чиверс еще и бросает свою, тем самым не давая забить. Сейчас за такое моментально дают буллит. Тут не было даже удаления. Судите сами. Канадцы атакуют. Лакруа входит в зону. Пас Халу. Бросок. Бернье идет с шайбой, и Лутченко жестко его встречает. Шадрин добавил. Стычка. И Михайлов тут. The play is called. Let's see if there's going to be a penalty. Luchenko and Shadreen each had a go at Burns. Показывают наши, что как в 72-м терпеть это не будут. Васильев сегодня просто парит. Отбыл штраф и идет вперед на все деньги. Бросок.
Третий период начинается спокойно, но канадцам нужны голы. Трамбле и Бернье закрывают зону, серия рикошетов и супер Третьяк. Лакруа привозит на своей синей, и Борис Михайлов должен решать. Шмир тоже решил не отставать от Лакруа, и Михайлов с Петровым выход 2 в 1. Канадцы продолжают чудить. Теперь Хал просто отдает Шадрину, и через несколько мгновений Лебедев заряжает. Викулов технично разбирается. Капустин по внешнему радиусу просто разрывает Степлтона и с неудобной. Команды поменялись воротами. Забивать надо канадцам, а Харламов обокрал Макгрегора. Петров мощно заряжает. И что делает Смит? Он даже не думал о шайбе, а в наглую и специально бьет Петрова. Почему таких не выгоняют до конца игры, я не понимаю. Домбровский, советский судья, еще и дал обоюдное удаление. Вбрасывание в нашей зоне, и Горди Хоу локтем бьет Шадрина. Все-таки грязненький ветеран. И типа невзначай, но на самом деле все специально. Шадрин его не простит. Поражает Бобби Халл, здоровый хоккеист. Как говорят, темпераментный, но ни разу не был замечен за все игры в такой грязи. Уважение, Бобби. Проваливаются канадцы, Анисин улетает, хороший пас, ну как же так, Викулов? Идет смена по ходу игры, Викулов красиво катается, Харламов влетает, забирает шайбу, бросок в падении. 5-2. Очередной шедевр Харламова просто добивает и так уже сдувшихся канадцев. Викулов красавец, прошел и оставил Харламову шайбу, который на скорости коньком себе подработал, нырнул между двух защитников и в падении забил. Потрясающий гол, но о нем почему-то редко вспоминают. Очередной провал у канадцев. Якушев и Лебедев убегают 2 в 1, но есть еще Чиверс. Канадцы в большинстве. Трамбле от синий. Хал подставляет и копают канадцы. Маккензи еще промахнулся, а Лакруа цепляет Третьяка, что Владислав аж начал отмахиваться. Марк Хоу идет, отдает отцу. Бросок Горди Хоу опасный. И происходит то, чего и следовало ожидать, хотя игра уже и закончилась, но канадцы проигрывать не умеют. Well, this is what we were afraid would happen earlier, and what the officials will do about this, we have no idea, but Rick Lee started with Harlamov. They've had a feud going all night long, and there is one question that becomes patently obvious, Howie. Защитник Рик Лей прямо после сирены набросился на Харламова. Происходит массовая драка, после которой наши частично пожали руки канадцам, а частично нет. И понять их можно. Таким вообще не хочется сжать руки. Игру они провалили, наша команда полностью их переиграла. На следующий день Лей пришел на нашу тренировку и извинился перед Харламовым. Но что эти извинения? Ведь ты и дальше так будешь делать. И я не понимаю, почему такие игроки не отстранялись. А канадцы на грани пропасти. Они проиграли уже вторую игру в Москве, и их может спасти только чудо, хотя в 72-м это чудо и случилось. А как вы относитесь к таким моментам и как после них нужно поступать? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.